Да нет здесь никаких грибов. Я больше не могу, я устала. Нифига себе. Ты куда? Коля! Коля! Коль! Садись, поехали. А если хозяин появится? Да все нормально, поехали. Что это было? Не знаю. Так, здесь нас не было. Валим! Полиция, я хочу сообщить об убийстве. Ты дебил! Дима! Дим, иди сюда. Поговори с ними, только помягче. Минимум часов 10-12 назад убили. Причина – огнестрельное ранение в затылок. Предварительно вырубили электрошокером. Вот там убили. Первое, что приходит в голову, это убийство с целью ограбления. Да, кроме огнестрельного ранения в затылок, еще 2 ранения в пах. Посмотрите на джинсы. Вчера шел дождь. Похоже, стоял на коленях в грязи. Может быть, он пытался встать после того, как упал на землю? Вы серьезно думаете, что человек может встать после выстрела в затылок? Стреляли четко в бедренную артерию, в упор. А знаете, что происходит, когда бедренную артерию перебивают? Нет. Кровь остановить невозможно. То есть убийца знал, что ранение смертельное? Именно так. Только непонятно, зачем в затылок стрелять, да еще так неумело. Следы пороха от 2 выстрелов. Входное отверстие только одно. Стрелявший промахнулся, стреляя в упор? Но как это возможно? А стрелявших было 2. Один опытный, второй нет. Или руки тряслись от страха? Ну, показательную казнь все это на какую-то смахивает. Не дай бог, это попадет в интернет. И так психов хватает. Да, тут вы правы, Олег Анатольевич. Психов у нас предостаточно. Инга Викторовна, секундочку. Зиновий Викентьевич, вы заигрываете? Я не готова. Прекратите. Я просто хочу узнать, с какого числа Степаныч вас уволит. Уволь? Да.
Составляю график дежурств. Зиновий Викентьевич, тут такое дело. Степанычу позвонили вчера насчет меня. Откуда? Оттуда. А кто звонил? Этого сказать не могу. А что сказали? Предложили в перспективе занять должность заведующего бюро. А как же Степаныч? Окончательного решения по нему пока нет. Но, скорее всего... А почему вы? Ну, почему? Просто я хотел сказать, что вы человек новый. Так. Многого не знаете. Ну, это на самом деле даже хорошо. Вам сколько сахара? То, что я новый человек, это очень хорошо для бюро. Потому что на самом деле это все делается для борьбы с коррупцией. Я человек честный. Я знаю. И поэтому вам с моим приходом на должность совершенно ничего не угрожает. Вот вы можете быть спокойны. Лично вы. Спасибо. Пойду работать. Извините. Зиновий Викентьевич, прошу. Да я все отправил еще неделю назад. Проверьте. Концевич. Зиновий Викентьевич. Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности. О, секунду. Скажите, Вилкас не подавала документы? Нет, не он. Она. Да, его дочь. Не подавала. Спасибо большое. Я только что Зиновия встретил. На нем лица нет. Это вы с ним такое проделали? Я вообще-то работаю. Вон коллекцию пуль вам собрала. Узнали, кто он? Да. Борис Петрович Кирьяков, 39 лет, холост, бизнесмен. В картотеке полиции числится как владелец именного наградного пистолета ГЛОК-17, 9 калибр. Пистолет в машине не найден. Отсутствуют также ценные вещи и деньги. Документы не украденные. Судя по ним, Кирьяков является членом элитного автоклуба любителей внедорожников. А кто его именным наградил и за что? МВД. За что засекречено. Моего уровня допуска оказалось недостаточно. По-моему, все очевидно. Кирьякова отомстили за какие-то прошлые темные делишки. Показательная казнь. Кстати, могу помочь с допуском. С каким допуском? Ну, как он там у вас правильно называется? Сверхсекретный уровень допуска? Допуск высшей секретности? Еще не поняли, да, с кем имеете дело? Вы, наверное, имеете в виду замминистра, приятеля вашей подруги Светланы. Так он в МВД по финансам, и допуска к информации о Кирьякове у него нет. Все-то вы знаете. Да. А вот вы, Инга Викторовна, меня недооцениваете. Говорила, пойдем в обход. Долго ты будешь мне мозги выносить? Вот и посадили рассадку. Ох, если бы не наша светлая работа, Олег Анатольевич, не скоро мы бы с вами на природу выбрались. Ага. Тут, кстати, змей полно. Здравствуйте. Здрасте. Те же 2 огнестрельных ранения в пах.
Судя по диаметру входного отверстия, 9-й калибр. Похоже на оружие первой жертвы. Ну, это точно трассологическая экспертиза покажет. Странно, зачем им ствол менять? Не знаю, может, захотят нас запутать? Вряд ли для этого они стали бы стрелять в пах. Снова электрошокер, но выстрел в этот раз только один. Более точный, уверенный. Второй киллер входит во вкус? Да что ж такое, а? Документики. Свергун Валерий Петрович. Олег Анатольевич, следов крови в машине не обнаружено. Да, преступники приехали с жертвой на машине, обездвижили ее электрошокером и убили. Непонятно только, как они выбрались. Ну, может быть, их сообщник где-нибудь поджидал неподалеку. Да, может быть. Может быть. Инга Викторовна, можно вас на минутку? Конечно, Зиновий Викентьевич. Погнали. Вы меня обманули? Вы не подавали документы на конкурс на замещение должности заведующего бюро, да? А вы, значит, подавали? Это не имеет никакого отношения. Нет, я не подавал. Я интересовался просто. Ах, Зиновий Викентьевич, мой милый, добрый, добродушный, наивный Зиновий Викентьевич. Неужели вы думаете, что этот конкурс когда-нибудь будет? И если он будет, то он будет честный. Инга Викторовна, а что за слова вы находите для мужчин, что они впадают в такое состояние? Радуйтесь, Олег Анатольевич, что я пока не нашла такие слова для вас. Помогите мне здесь. Иду. По версии вскрытия, оба убийства совершены одним и тем же способом. Жертву сначала обездвиживают электрошокером, затем 2 выстрела в пах и контрольный в затылок. Орудия убийства разные, но идентичный способ убийства говорит о том, что и мотив, возможно, тоже идентичен. У меня все. Следствие отрабатывает основные версии. Это убийство с целью ограбления, бизнес, личная жизнь жертв. Ты пока это ничего. Вообще, такой широкий спектр поисков. Вы выяснили, как убийцы покинули место преступления? Степан Степанович, можно воды? В прилегающем лесу следов второго автомобиля не найдено, поэтому они выбрались пешком. Значит, они хорошо знали местность. А что там с наградным пистолетом Кирякова? Я получил официальный ответ из министерства. Вот. Да, министерство ответило на запрос. Это просто маг и волшебник. А можно? А меня вот это совершенно не удивляет. Здорово, ура, наконец-то. Пришли честные, порядочные люди, которые добросовестно делают свою работу, открыто борются с коррупцией. Да, в общем, в ответе говорится, что Кирьяков был владельцем строительной компании, которая возводила жилые дома для сотрудников министерства. Понятно. Он просто получил очередную игрушку от министра. Сейчас этим наградным оружием будут торговать в магазинах конфискат, причем со скидкой для оптовых покупателей. В общем, версия мести исключается. Остается бизнес и личная жизнь. Подождите, а версию с местным населением вы проверяли? Что, хочешь что-то сказать? Можно отчет еще раз? Что? Хочу тоже у министерства выпросить себе наградной пистолет. Я знаю этого, кто отчет писал. Вместо пистолета могу воды предложить.
Еще раз. Я судмедэксперт. Мы расследуем дело. Мне необходимо поговорить с вашим руководством. Это который по трупам, что ли? Да, можно и так сказать. Вот когда будут трупы, тогда и приходите. Виталик, пропусти. Это ко мне. Вы могли сразу сказать, что вы подружка Марка Андреевича? Подружка. Ну, давай не будем выносить наши интимные отношения на всеобщее обозрение. Марк, а у нас с тобой есть отношения? Что, нет? Значит, будет. Мечтать не вредно. Судмедэксперт, блин. Придумает же такое. Скажи мне, пожалуйста, сколько раз я тебе говорила о том, что между нами все кончено и ничего быть не может? Боже, ты такая красивая, когда злишься. Не надо этих комплиментов дешевых. Помоги мне лучше. Я на работе, хочу с руководством клуба поговорить. Мы дело расследуем. Хорошо. Благодарю. А ты что, бросила своих этих пациентов и возомнила себя детективом? Инга Викторовна любила с детства смотреть детективы и возомнила, что у нее есть некие способности. И именно благодаря этим способностям я здесь оказалась немного раньше Олега Анатольевича. Ну, мы с вами приехали сюда почти одновременно. Да-да. Ну, объясните мне, что происходит и зачем вы здесь? Ну, смотрите, я веду расследование, а вот Инга Викторовна… А я помогаю Олегу Анатольевичу, оказываю моральную поддержку, всегда и везде его сопровождаю. И что вам нужно от нас? Нам нужно поговорить с президентом автоклуба, задать ему пару вопросов. Мы знаем только в вашем присутствии. Кроме этих двух погибших и, к счастью, найденных нами водителей, пропали еще 3 владельцев внедорожников. Ни тела, ни автомобили не найдены. Вы что-нибудь об этом знаете? Мы знаем все обо всех элитных внедорожниках нашего города. Чудесно. Поделитесь с нами информацией. Понимаете, специфика деятельности многих членов нашего клуба такова, что они не любят лишнего шума. А еще больше не любят полицию. Без обид. Поэтому мы в эти дела не вмешиваемся. Ясно. Вот здесь обозначены места, где найдены тела и автомобили. Доведите эту информацию до своих клиентов и сообщайте нам о любой подозрительной информации, лицах и происшествиях. Договорились? Со мной такое было. Подозрительные лица, подозрительное происшествие. Несколько дней назад я ехал с приятелем по загородному шоссе и видел на обочине голосовавших девушек. Это все, что удалось записать на видеорегистратор. Они как будто избегают попадания света в фар. Да, и в зону фиксации видеорегистратора тоже. Ну, для создания ориентировки хватит. Объявим в розыск как возможных свидетелей и подозреваемых. А тебе, Марк, я пока рекомендую поменьше по темным улочкам кататься на своем внедорожнике. А то рискуешь моим клиентом стать в морге. Всего доброго. Благодарю вас. Я поведу. Спасибо. Это вам подарок. На память, так сказать. Да. Война войной. Обед по расписанию. Да, приятного аппетита. Спасибо. Ну что, похоже, мы имеем дело с бандой охотников на элитные внедорожники. Водители убивают целенаправленно. Способ убийства – показательная казнь. Предположительный мотив – месть. Если это месть,
то это месть на сексуальной почве, поскольку характеры огнестрельных ранений говорят именно об этом. Надо поднять все дела, по которым проходили владельцы внедорожников, все изнасилования. Ну, если дело дошло до заявлений, в чем я очень сомневаюсь, эти девицы сами вершат суд и голосуют на обочине загородной трассы. Недалеко от леса. Ждут внедорожник. Он подъезжает. Они одеты. Очень вызывающе. Просят подвезти. Садятся внутрь. По дороге предлагают секс. Но для секса им что нужно? Укромное местечко. Они едут в укромное местечко. Лес. И садятся они только в машины, в которых находится один водитель. Да. Чтобы не рисковать. Да. Поэтому они не тронули этого адвоката с его попутчиком. И слава богу. А когда жертва мертва, они покидают автомобиль, чтобы не попасться. И остается только вопрос, как они добираются домой. На автобусе. Кстати, в обоих случаях возле мест убийств были остановки. Да. А уверены, что это именно эта остановка? В обе стороны на протяжении 5 километров других нет. Лес, в котором грохнули второго водила, у меня за спиной. Ну, понятно. Закурили и выбросили. Думаете, такой дорогой зажигалкой можно закурить и потом ее выбрасывать? Она одноразовая, по-вашему? Пальчики четкие. Но в нашей базе мы их вряд ли найдем. Может, вы попробуете найти окурок с ДНК убийцы? Вот там? Знаете, на такой даже Ростик не согласится. Я извиняюсь. Вы в курсе, где эта остановка? Я прошу прощения. Вам знакомо это место? Батя, я извиняюсь. Вы в курсе, где это? Мужчина, я прошу прощения. Вы знаете, где это? Знаете, где это место? Такие зажигалки мы дарим каждому члену нашего клуба при вступлении. Они именные. На торце здесь есть порядковый номер. Так. Эта зажигалка принадлежит Валерию Свергуну. Благодарю вас. Да, знаю эту остановку. Она единственная у меня на маршруте, одинокая, такая грязная. У вас была последняя ходка на маршруте, да? Ну что, когда уже поедем? Через 20 минут. Как вы что говорите? Я говорю, у вас была последняя ходка на маршруте, правильно? Да. И как раз позавчера зашли две такие девицы, какие-то такие возбужденные, какие-то наглые. Вообще сигарета залезла в салон, я хотел выгнать ее, гаркнул на нее, все. Они успокоились и поехали. Ну, а вы запомнили, как они выглядят? Лица, особые приметы? Ну, темно было, но я за дорогой слежу. Не знаю, в салоне темно, свет выключен. Ясно. Ну, в темном, да и все. Знаешь, как я твою дочь называю? Инга, 3 звонка. Не понял. Звонок первый звонит
начальник областного бюро судебной экспертизы. Вообще-то их около 10 было и меньше. Спрашивает: Степаныч, ты не знаешь, кто такая Инга Вилкас? Я говорю: хорошо знаю. Как она как специалист? Я говорю: хороший специалист, но характер ужасный. Да, меня характер не интересует. Беру. Я думаю, ну ладно, улыбаюсь. Проходит месяца 2. Опять звонит. Говорит: Степаныч, хорошего ты специалиста нам. Спасибо тебе. Молодец, Степаныч. Но я понимаю, дело все в третьем звонке, да? Правильно понимаешь. После которого я не улыбаюсь. Звонит, орет прямо в трубку. Где взялась на мою голову эта Вилкас? Почему ты не предупредил, что она с прибабахом? Ну вот, Вить, объясни мне, ну почему у всех людей, как у людей, шин в заднице, а у меня вилка? Не оставлю я, Вить, ее в своем бюро. Извини. Но работает за троих, да? Так-то оно так, ну, Вить, ну проблема от нее. Ну вот скажи мне, как тебе удалось воспитать ее такой противной, а? Послушался. Да. Что? Я еду. Да, нападение на полицейских с применением огнестрельного оружия. Один ранен, другой погиб. Я не могу к этому привыкнуть. Чему? Потому что гибнут полицейские. С самого детства. Еще когда за папу переживала. Согласно баллистической экспертизе, погибший полицейский был застрелен из пистолета ГЛОК-17, 9-й калибр. Из этого же оружия ранили второго полицейского. Это пистолет первого застреленного владельца внедорожника Кирьякова. Да, из которого убили второго водителя Свергуна. У меня все. Благодарю. После аварии убийцы бросили машину и уехали на автобусе. Внедорожник мы нашли в 3 километрах от места преступления. А владельца автомобиля нашли? Да, нашли, весь лес по периметру прочесали. Сергей Свиридов, 34 года, член клуба. Почерк тот же. 2 выстрела в пах, 1 в голову. Что с раненым полицейским? Пришел в себя, дал показания. Они с напарником получили ориентировку на 2 подозреваемых девушек. Увидели их на остановке и решили подойти, но те сообразили, в чем дело, и скрылись в лесу. Так, и? Потом на них из лесу выезжает черный внедорожник. Напарник подошел к машине проверить документы. Увидел, что это они, начал кричать. Началась перестрелка, и дальше раненый ничего не помнит. А что с личными видеорегистраторами? Пропали. Я думаю, что они забрали их с собой, и точно восстановить, что произошло, невозможно. Девки, вам бы замуж, детей рожать, а вы полицейских убиваете. Скажи, Марк, а это ничего, что вот мы здесь так в кабинете, хозяина нет? Нет, ничего.
Кабинет служебный, я вице-президент клуба. Ну, ты ведь не об этом пришла поговорить, верно? Верно. Скажи, Марк, вот я тебя знаю столько лет и все никак не пойму. Ты к какой категории мужчин относишься? К тем, которые способны на поступки ради женщин, или к другим? Ты знаешь, я тоже тебя давно знаю. Ты не заходи издалека. Говори прямо. О чем? Но ты ведь хочешь предложить мне охоту на живца? Чтобы я и мой автомобиль стал приманкой для девушек-убийц? Какой ты умный мужчина, Грановский. Вот это мне всегда в тебе нравилось. Ну, что бы я был за адвокат, если бы не умел читать мысли своих клиентов? Это означает «да»? Да. Но при одном условии. Так. Когда все закончится, расскажешь мне, чем это твой Олег Анатольевич лучше меня. Значит так, Олег Анатольевич, если эти убийцы охотятся на владельцев внедорожников, Черт то возьми, план у нас такой. Викторовна! Как вы с ним поймете, что игры сыщиков закончились, объявлен план перехват. Этих девиц разыскивают, как убийц полицейских. Вы в курсе, что это значит? Я в курсе, что это значит. Это значит, что при их задержании будет открыт огонь на поражение. Вот именно. По ним и по тем, кто будет рядом. И не дай бог, это окажетесь вы. Я поняла. Что я скажу вашему папе? Я поняла. Гнездо. Это птенец 5. У меня все чисто. Гнездо. Я птенец 4. Ничего подозрительного пока не вижу. Птенец 7 – это гнездо, я вас понял. Еще раз напоминаю всем. Никакого самосуда, никаких действий без моих указаний и без моего личного присутствия. Птенцы, ответьте гнезду, как поняли. Захватим этих девок живыми. Конечно. Ты ведь их на суде хочешь защищать, правда? Не упустишь такую рекламу. Кажется, это будет интересно. Инга Викторовна? Пришли на меня посмотреть? Это так мило. Странно. Вы вчера были полны идеями, планами. Сегодня молчите, занимаетесь бумажками. Это меня пугает. Как судмедэксперт я должна иногда заниматься бумажной работой. Но вам известно, что я это страшно не люблю. А еще больше я не люблю, когда меня отвлекают. Может, вы заболели? Или у вас изменились приоритеты? А люди, по-вашему, не могут измениться, да? Нет, не могут. В нашем возрасте люди не меняются. А чайком угостите? У нас здесь самообслуживание.
Не вопрос. Я печенюшечку возьму. Сидите тихо и не мешайте работать. Благодарю. Алло? Да, я уже бегу. А как же протокол? Привет. Птенец 6 на выезде из коттеджного городка видел 2 голосующих девушек, но проехал мимо, как мы договаривались. Думаешь, они? Не знаю, но проверить надо. Поехали. Ты что, со мной? Да, как договаривались. На, держи. Ого. Тебя министр именным пистолетом наградил? Только не спрашивай, за что. Почему? Могу себе представить. Нет, не можешь. Потряси, красавица. Возьму недорого. А карточки принимаешь? Принимаю. Вот здесь останавливай. Отлично. Вот так. Выходи. Да шевелись давай. Выходи уже. Пошел. Давай, давай, ногами перебирай, мальчик. Блин, быстрее давай. Колени. Встал. Козел. Встал. Дошло. Черт, пролез под машиной. А, так это девка. Стволы на землю, а то сейчас здесь всех положим. Как убивать будем? При самообороне или при попытке к бегству? А при самообороне? Тогда Марк точно отмажет. Так, Марк с вами о таком не договаривался. Марк. Чхать я хотел на Марка. Нам за кентов заваленных отомстить надо. Марк, решает. Так, всем стоп. Опусти пистолет. Пусть ими менты занимаются. А я прослежу, чтобы они получили по полной. Кость, адвокат правильно говорит. Я на мокруху не подписывался. Так, свяжите их. А ты звони своему Олежке, пусть поспешит. Ну и не забудь передать, что мы из-за него его работу сделаем. Не надо звонить. Я здесь. Здорово, мужик. Как вы нас нашли? Подбросил вам маячок.
Диана Лисовая, 22 года, Наталья Авдюшка, 24. Занимались проституцией, в основном стояли на трассе. Несколько месяцев назад были изнасилованы пьяными отморозками во внедорожнике одного из них. Вот. Подали заявление в полицию, их освидетельствовал судмедэксперт городского бюро. Так, и что? А вот интересно, да? Учитывая специфику рода деятельности пострадавших, судмедэксперт решил факт изнасилования не устанавливать. Да, и тогда девушки начали мстить всем членам автоклуба внедорожников. Без разбора. Прям как Тельма и Луиза. Кто? Ну, Тельма и Луиза. Фильм был такой. Ну, там это две подружки, они мстили водителю, сексисту. Что, не видели, что ли? Ха. Молодежь, что вы смотрите? Все, давайте, идите, работайте. Давайте, давайте. Ушел от размена, ушел. Олег. А вот как вам это удается, а? Все время оказываться в правильное время в нужном месте. That's my job. Вау. А по-русски можно? Это моя работа. Но на будущее давайте договоримся. Без самодеятельности. Я постараюсь. Но не обещаю. Спасибо. Пока. Пока. Инга, а вы правда сказали бывшему, что мы с вами любовники? А вам бы этого хотелось? Пока.